Всем привет! Всем привет! Всем привет! И сегодня мы, наверное, с самым историческим автомобилем, который попадал к нам в съемки, да, самым старым, да, довоенным. Погружение в историю на глубину 39. Да, 39-й год в Германии. Вспоминаем, но не говорим. Да, вспоминаем, но не говорим. Да, как немцы на самом деле даже в школе преподают историю, у них преподают они до 39-го года и потом с 45-го. Конечно же, сегодня можно все почитать и прочитать и узнать, но детям прямо в школе не освещают сильно глобально, что происходило в это время, то есть Вторая мировая война. И вообще говорить в Германии на тему Второй мировой войны, это считается очень плохой, дурной тон. Здесь насколько я вижу... Понятно почему. Да, понятно почему. Они избегают. Им очень стыдно за это. Безумно за это стыдно. Они не любят эту тему вообще. И пресекают, когда какой-то происходит подобный, скажем такое, да, культ этой теме, да, или еще что-то. То есть они это категорически... Да, и поэтому мы постараемся обходить эту тему. Да, мы обходим эту тему, но машина историческая и принадлежит этому времени, поэтому... И рассматриваем исключительно, да, постараемся рассмотреть исключительно... Технику. С технической части, фрагируясь от того периода времени. Который был. Чуть-чуть можно будет пошутить там? Ну, не надо. Ты, поручик, ни слова. Хорошо. Предлагаю пройти к автомобилю, и я вам покажу пару интересных деталей. Извините, профессора, я хочу просто сразу отметить, что она неимоверно красива. Для своего возраста и в принципе, вот ее эти формы. По цвету выдает, что эта машина все-таки принадлежала уже армии. Да? По крайней мере, она покрашена сейчас такой цвет. Да, она покрашена сейчас. Представителю армии. Да, представителю армии. Она могла быть, конечно, и в нормальных цветах, как они и были гражданские, но так как это уже 39-й год, это уже машины в тот момент уже больше было ориентировано на военную промышленность. И Mercedes уже это делал в рамках военной промышленности. У этой машины есть карта выдачи с завода. И уже стоит, что эта машина была выдана Люфтваффе. Тут даже есть отличительная деталь, которая нет в других гражданских машинах. Вот эта вот лампа, которая освещает, судя по всему, практика подсветка номера. Мы пришли к такому выводу, что к моменту, когда машина подъезжала на блокпосты, по правилам ты должен тушить свет, чтобы патруль видел, кто подъехал. И остается гореть только подсветка номера, для того, чтобы было понимание того, кто подъехал. Да, потому что свет, который от нее падает, он очень тусклый, и тут лампа вообще не играет роли, но она освещает четко номер. Естественно, эти номера, кто знает, а я это лично не знал, это здесь уже, вот когда машина стояла в ремизе, подошли ко мне ребята, наши люди, которые знают историю, говорят, вы знаете, кому принадлежат эти номера? Я говорю, нет, это Люфтваффе. Вот. Поэтому, так как мы знаем историю этой машины, оно все сходится. Да. И поэтому, и видно, да, что у машины есть флагштоки под стандарты. Штоки, да, под то, что ей действительно надо. Это 320 с 3.4 мотором, и его сразу легко видеть, что это вторая серия 2, потому что серия 1, Саша, знаешь, чем отличается? 3.2. Нет, модель, вот так ты визуально на него смотришь и видишь, это вторая серия или первая серия? Нет, не знаешь? У первой серии он назывался 320N, этот называется просто 320 кабриолет А. У 320N с двух частей лобовое стекло. Да, они все позже старались уйти от вот этих половинок, и оно эстетично красивее. И так обзорнейший. А они друг от друга отличаются только объемом двигателя, да? Первый был 320, действительно, сколько мы говорили, да? Там 3.2. 78 лошадей. 78 лошадей. Да, а потом был 320, он назывался 320N кабриолет. Их на самом деле вообще 320-х, вот этот V184, их очень много кузовов. Он есть и в лимузине, и в фаэтоне, и в ландолете, и в скорой помощи, и только открытых версий есть. Он называется Тюрингваген, это на длинной базе 4 двери открытый, фаэтон. Потом есть кабриолет А,
Это вот эта машина, она бывает двухместная или трехместная. Потом есть кабриолет Б, но если перекрутить наоборот, то вообще кабриолет Б. Кабриолет А это выше, кабриолет Б это был полноценный четырехместный на длинной базе, двухдверный. Кабриолет А уже с коротким стеклом, двухместный или трехместный. И был еще Родстер, который двухместный совсем, это уже как, ну, такой, это уже спорт, а тот был как бы совсем спорт. Условно мы сегодня посмотрим на спорт, конечно. Спицевые колеса, да. То есть мы знаем еще чуть-чуть назад, там не совсем далеко. Вот, например, Mercedes Нюрбург, у него еще деревянные колеса. Это 1934 год. Здесь уже спицевые колеса. Очень красивая резина Здесь уже Michelin. можно на Нюрбургринг выезжать. Вообще, посмотри-ка, Michelin классическая резина. Я думаю, это тоже... Ну это реплика или это... Ну, это оригинальная, ну как реплика, это Michelin делает для классики, но это современная, естественно, резина, да, то есть это не с 1938 года. Для кардинальных колес. Да. И у нее сумасшедшая красивая, я считаю, задняя часть. Задняя часть у нее очень красивая, причем с двумя вот этими запасками, которые делают потрясающий вид этой машине и напоминают чуть-чуть 540, да? 540, да. И я считаю, что при закрытой крыше, если закрыть крышу, поможете мне? У него тоже красивый вид. Да, может быть, я вот здесь даже не знаю, какой красивее. Я, может быть, даже больше. Она великолепна во всех состояниях. И с любого ракурса. Что сбоку, что сзади, что спереди. Это маленькая кошка сзади, да? У тебя все Да, и вот получается? эта вот деталь. Это все были такие того времени. Кабриолеты все имели, но они действительно красивые вещи. Вот складной Но механизм, родстеры не имели. Ростер, очевидно, снималась крыша. Он вообще без крыши был. Вообще без. Или уходила крыша ну, как бы за подлицо, ее не видно было. Ну, нет. Ну, 300S Родстер, то есть 300S кабриолет, у него есть эта вещь, а у 300-го Родстера S у него этой штуки нету, и у него уходит крыша полностью за подлицо, то есть не видно, у тебя получается как бы, ну, вот этой детали. Она убирается вот сюда. Да. А здесь она уходит назад, и она, естественно, остается, ее видно, эту крышу. Ну, я думаю, что мы посмотрим, узнаем об этом, когда посмотрим выпуск. Мы изучим это, посмотреть. Но так, машина, конечно, одна из самых красивых. Очень красивая. военных Не терпится- автомобилей. Но, вообще здесь дизайн взят от 540К и, ну, как эталон. И, конечно, это верх дизайна того времени. Ну, Mercedes как бы всегда применял по сегодняшний день, он делает флагман. Да, И в таком же дизайне, в такой же красе, когда люди влюбляются в флагман, он флагман выпускает всегда раньше, чем среднюю модель и маленькую модель. То есть это всегда было, да, выходил, например, там Mercedes V140, и потом похожий на него, поменьше. Да, поменьше делали и поменьше. То есть также Mercedes это применял, то есть с самого начала. Ну, плюс здесь, конечно, независимая подвеска большой очень. Мы потом об этом Ну да, он же расскажем. технически еще уникален да. для того времени. Да, он же еще это интересно, конечно, будет, не терпится посмотреть, как он будет в ходу. Не терпится поехать покататься. Не терпится поехать покататься. Потому что, конечно, каррозеры здесь, ну, в принципе, все машины того времени, которые взяты как 540, все хорьки, они, в общем, все более-менее похожи на... То есть это Ну, это, да, если не говорить про Арман Росси, да, вот эти кузова. Ну да. То есть там произведение искусства, но это были отдельно сделаны кузова с закрытыми задними колесами, удлиненные рамы, удлиненные базы. Кстати, вообще мечта такую машину действительно подержать в руках. Я их видел только на Masterpieces, да, на всех конкурсах, и я видел только в музеях, а вот... Я только в 101 далматинце. Ну, у нее Бугатти было, да, по-моему? Я не смотрел. У Круэллы? Да, у нее Бугатти было. Я посмотрю специально ради этого. И в этой машине еще пропорция, потому что то, что она короткая база, она за счет этого смотрится очень гармонично. То есть длинный нос и... И плавные уши. Ну что, прокатимся? Поехали прокатимся. Я пойду одену пальтишко. Ты тоже бы накинул клип. Было бы неплохо, да, что на улице прохладно. Заднее место не отапливается. А тут печка есть?
А мы проверим. Проверим. Узнаем. Да. Ну, и Да. первый раз у меня было... Но вообще, знаешь, что самая вообще тут вещь, которая меня... О, кстати, огнетушитель. Это хорошо, что он с нами. Свеженький. Давай потренируемся повороты показывать. Вот, я вот это Нет, хочу. это для Потому что- дела массу. А я включил массу. Я уже изучил. Тогда надо сделать еще одну вещь. Какую? Сломал. Сломать дверь. Вроде же ручка щелкнула, ты хромать начал. Надо быть угонщиком. Переключай. Поворотник. Не, я что синенькая лампочка говорит. Вот это, да? Вот это да. Это просто космос. Только ради этого можно сколько? Сколько? Миллион? Миллион? Не, ты сейчас сломаешь эту машину, ты нежно с ней, это же машина. У меня такое ощущение, что кто-то сзади сидит. Причем уже 83 года. Прекрасное Пристегни ощущение. ремень, это пищит. Ну что, Подожди. Страшно. страшно капец. Здесь очень хорошее зеркало обзора заднего вида, центральное. Что-что? Здесь сумасшедшее зеркало центрального вида. Где оно? Вот, очень Вот это, хорошо ну я видно запаску сзади. да вижу. Очень хорошо видно. Протектор. Мало что кто-то сзади сидит, еще кто-то сзади говорит. Давайте сначала... Это Siri. Я при... Нет, Siri такая... 38 Алекс! года. Алекса! Вы ошибаетесь. Я не сижу, Как ты... А Я прикрой, лежу. пожалуйста, печки нет. Во-первых, ты не открывай окно. А я не буду даже открывать окно, я хотел, чтобы... А он давайте закрыл. крышу откроем, а то мне не очень удобно сидеть. А, вот что отщелкнуло. Крыша у тебя отщелкнулась. А, Да. Подожди, тут два варианта. Или рули. И окошко прикрой, пожалуйста. а что с бензином? Полный бак, да? Именно, понимаешь, на этой машине, на которой... Причем, может быть, ему уже, может быть, того года. Крепкий. Да, Как рулежка. такое. Сзади мост бьет. Что я могу сказать? У меня воспоминания детства. 407 москвич. примерно. Серьезно? Примерно так Не, же не было. выбивай, он ничего не выбивает, он не туда включал. Так, ну что, Так, ну я не могу сказать, какие у меня воспоминания. практически... Я даже вспомнить не могу, не то что... Они у меня есть. Слушай, надо проверить, есть ли тормоза. Тормоза какие-то, ну такие, типа псевдо-тормоза. Но Нюрбургринг на нем не промчишь. Я думаю, что до Нюрнбергринга на нем даже не замучишь. Очень сзади смешно смотрится. Головы, уши, кителечек. Ну, как в детстве все. Батя за рулем. Слушай, ну это первый, посмотри, как четко прицел. Это первый Мерседес, где ты можешь просто отклонить голову и прицелиться. А кто-то может сказать, сзади вообще есть машина, нет машины, что там сзади? А зачем? Есть. Есть машина? Да. Кто-то медленно, да? Что, ты хотел с ручником дать? Это медленно, сзади очень много машин. Как-то... Скорость 40. Лева, включи вопрос, в каких измерениях. Дюймов. Вы в курсе, что вторая передача здесь без синхронизатора? Только вторая? Нет, здесь третья и четвертая с синхронизатором, а первая, вторая без, и это считалось Понятно. типа очень-очень круто. Да. Саш, подожди, где микрофон, где все? Ну вот ты что думаешь по этому поводу? Ну, ты знаешь, у меня было, на самом деле, было давно желание проехаться на этом заднем сиденье. Как, потому что- но это же не тещицкая, это как Это не называется? тещинская, я даже не знаю, как она называется, но такие были на 190-х Мерседесах, SL. Адъютантская. Ага. Такие же сиденья. Я всегда думал, что это хорошее решение. Сейчас я понимаю, что я ошибался. Ну, может быть, 5-летнего ребенка сюда можно посадить? Не, ничего не надо держать, что держишь, зачем ты выключаешь, она же в эту сторону должна быть.
Мальчишки, Зато почувствовал себя полезным на полминуты. А ножкам неудобно чуть-чуть, да? Как-то... Ну что, не, тут надо такие в балетках ездить. Просто сильно широкие лапти. На скаровских ботинках. Да. Да. Здесь место для карликов. Могу сказать, что вот так удобнее будет, а вот так. Ну я уже накатался. Так, ну это самый молодой автомобиль, на котором я ездил. Знаешь, я даже не помню, на каких я ездил, но, наверное, да, один из самых старых. Как у тебя в ощущении столько? Это же не тебя же Хорч мне был чуть-чуть по комфортнее в езде, Ну, не так пугал. У него не было мощности, потому что он тяжелее, а мощность одна и та же. То есть по мощности он был, конечно, слабее. Ну, ты же понимаешь, что это родстер, а Хорч все-таки представительский кабриолет. А как бороться с запотеванием? Не дышать. Открываешь. При открытии да, Вот эти вещи, да, надо приоткрыть просто. приоткройте, пожалуйста, это, да. Последняя красная отметка. Эта машина выпускалась с 38 по 42. И ты знаешь, что вот и конкретно эта модель именно с редким мотором 3.4. Он называется 320 А да. кабриолет. Это V142. Но эта машина с 3.4 мотором, у них был последний, ну, короткий выпуск. Последний выпуск, да. Вообще, на самом деле, вот конкретно этой модели выпустили всего 36 машин. Она была пипец какая дорогая по сравнению с лимузином. Лимузин стоил 6 тысяч вот этих РМ. Да. А эта машина стоила 13 800 РМ. Но это был же спортивный родстер, да. И Да. выпустили Это не совсем- спортивный. Родстер это одно. Они были кабриолет А, кабриолет Б. Нет, Родстер. Родстер. У них А, были, ну вот он, видишь, он только с... у них были кабриолеты четырехместные, и на нем, то есть я не ездил, но он стоял. Но это что же четырехместный кабриолет? Нет, он точно не четырехместный, он максимум трехместный Это кабриолет. СОС? Да, ты думаешь, убрать уж? Да, Он ведь с подсосом лучше работал. были в кузове фаэтон, которые были четырехдверные кабриолеты. Да. В каком-то году они приняли решение за изменение к октановому топливу законодательства. Они сделали вот это 3-4 литра. Под новое топливо? Да, ну какой-то новый стандарт по Германии был принят, и поэтому они сделали модернизацию мотора и коробки, и сделали вот эту повышающую передачу. Вот это внизу, это что? Это повышающая передача. А Ну, как тут ты- две позиции. Нейтраль. Ну, То есть она это должна раздатка, быть. это как Ну, бы это ты типа- едешь или на более low, да, или low, или high, как на... В общем, да, хотя здесь написано нейтрал, и не знаю, в общем, здесь надо разбираться по данной машине. Но вообще у них Он четырехступенчатый, у него... А вы знаете, что это первая машина да. с независимой подвеской задней? Да. Ну, то, что независимо подвеска. Показатель, кстати говоря, будет интересно, наверное, зрителям, потому что мы только о машинах рассказываем, посмотреть, во-первых, Снизу. двигатель и снизу, если, может быть, поднять ее. Да. Потому Я думаю, что что- это именно в этом произведении искусства, да, посмотреть, как устроены Как выполнены, как исполнены амортизаторы. амортизаторы рычажные, да, то есть это довольно интересно, как бы технически. Медиакарты. Это удобное сиденье. Сидеть удобно, тебе. Сидеть мне, да. Эргономика у водителя крайне сомнительна, да. Потому что, во-первых, дверь упирается тебе в плечо. Подлезть Они под вообще руль. маленькие, да. Подлезть под руль невозможно. А учитывая, что ездили в основном партийные деятели того периода, все они были ребята. Приятный такой ветер с открытым окном, да? В принципе, в можно лицо. вообще крышу открыть, мне будет удобнее. Не, на нем 100% надо ездить только с открытой крышей. Мне очень интересно на боку, лежа ехать на боку, как практически как любит дама. Правда? Мне интересно, насколько он сейчас по качеству вождения отличается от того момента, когда он пришел с конвейера. Точно так. Потому что я пытаюсь себе представить 90 лет назад. Я сейчас понимаю, почему не взбивали пешеходов и все остальное. Уже тормозить это где-то, ну вот сегодня уже, если вот там красно. Чуть-чуть
чуть-чуть, барашка. чуть-чуть температуру прикрыл. Слегка убавить. Нет, так ее к барашке крутить не надо вот так. Хоп. Барашек Не, фиксируем. вот так чуть-чуть. Не, Нет, чуть-чуть, прикручиваешь. чуть-чуть щелочка. Вот так нормально. Ты все равно не закроешь. Любите чуть-чуть. На чуть-чуть. Щелочек. Я не люблю, я могу не на чуть-чуть. Смотри, можно закурить. Минимум сигару. Время. Видишь, что? Я бы не взял с собой. Кстати, Размер сигары. кстати, размер прикуривателя. Ну, Да. во-первых, еще без зеркал и без ничего, с закрытой крышей, ну, практически нереально. Это надо такой иметь инстинкт. И уверенность. В том, что тебя никто вокруг не обгоняет. Ну, в то время в этом Ну можно да, было не да, можно было сомневаться. спокойно ехать, потому что ты был король на дороге. Это единственная машина в час проезжала. Да. Как мы... Мне бабушка рассказывала, что они сидели целый день и считали, сколько машин проехало по улице. Да. Мне бабушка рассказывала, что можно было встать возле оперного театра и увидеть вокзал. Понял? Ну, это детские разговоры, да, там же горб. Ну, слушай, он немножко этот город. Так, и получается, а предшественник его, это был кузов 18, да? Это был 500К. Нет. 540К. Нет. 100... Нет, предшественник был 290, V18. 18, да. Да. Но дизайн этой машины был... Ну, 500К позже же вышел. 540К позже вышел. А, на нас бабка посмотрела и улыбнулась. Узнала своих. Старая лярва. Не, во-первых, Слушай, у него отличий были нету. супер отделка салона была. Он был кожаный, деревянный. Здесь... Это дерево, ты представляешь, это же уже, ну, в нормальной машине это было железо покрашенное просто. Но здесь есть еще... Здесь вообще в этом исполнении, потому что обычно А чего он поворачивает? Там тачка. приборы... Приборы были украшены перламутровым... перламутр. Ну здесь нет? Или... Здесь нет, да. Ну, были машины, да. Да, здесь очевидно по заказу Шкребли. или реставраторов уже, то есть, почему-то. Либо, А лево не выскакивает, да, поворотник? Не, выскакивает. Ну, это для- Ну, он показывает, вот, давление масла показывает, самое интересное, как это во всех Мерседесах. Кравцов. Что это? Бензин? Там печка снизу, ручка есть. Может быть, попробовать печка, если лево замерз. А если нет ручка. А ручник ты видел где? То есть, чтобы ручник затянуть, то, по-моему, нужно пассажиру Ну, там, кое-что сделать. Впереди это ручник все-таки. Я думаю, это ручник, да. Ну, ручник только не тащи. Нашел что-то? Да, нашел. Ну, страшно. Тянуть что-то? Да. Там 3 буквы. И обе, и обе какие-то, и все какие-то ругательные. Достойнейший Это- представитель это одна из самых автопрома того тех Самых красивых. Во-первых, Она на самом ты деле знаешь, чем роскошная. отличается кабриолет А от кабриолета Б? Кабриолет Б. Какой-то из них 4-дверный. Нет, они оба двухдверные, кабриолет Б четырехместный. А, У него повыше стекло, то есть эту машину можно было бы назвать спидстером, да, или родстером, как Саша и сказала, все правильно. Но она называлась кабриолет А. Она считалась самой красивой, потому что она двухместная, у нее узкое стекло и присаженная крыша. Из-за этого она делает вот этот вот вид. Сзади вот 2 запаски или 1 запаска, это уже был топ. По умолчанию шла 1 запаска, плоско, но ты мог поставить 2 запаски, и это считалось типа круто. И в 540 уже шло 2 запаски всегда. Да, но давай вспомним, что эта машина выпускалась для военных чинов. И Не только, они просто ее нравятся. не только, а конкретно это. Конкретно эта машина, да, по ней видно, у нее есть впереди вот эта деталь, которая соединяет передние фары. Да. Это же Да. фара защита от... Конкретно После эта машина самолета. была выдана в 1938 году. Но позже Mercedes до 1942 года выпускал эту машину, но уже в начале 40-х она использовалась только для военных целей. Только военных, ты имеешь в виду? Но Буквально не военный, не- все, не- это Для военных. Для военных. Ее делали, уже она не была в продаже. был автомобиль статуса.
очень бьет по ноге. Вот коробка передач на сбросе. Это ужасно, да. Да, ты знаешь это, да? Да. Я попробовал, поэтому у меня нет желания большого поводить, потому что на коленке будет синяк точно, 100%. Но рама, по-моему, у него, да? У него же от V18 удлиненная рама просто. Удлинили раму. Да, нет. Жень, ты не прав, я сейчас залез, благо у меня есть свет. 540К выпускался с 34 по 39 год. А эта машина с 37 года выпускалась. Тогда, пардоньте, все правильно, но я имел в виду, это другого класса была машина. 540К, она же шла 540К, выше. да. 540К, потом продолжение вот этой машины. Продолжение этой машины 770 стал, правильно? Да. Но 770 он огромный совершенно. Ну да, он назывался Гроссер. Он в кузове лимузин, да, Чуть был. надо, ты все-таки рано закрыл. Не, мы сейчас будем ехать, Так будет тут, нормально. Потерпи 2 минуты, сейчас будет воздух. Сейчас ты увидишь. Здесь никогда не будет воздуха, мы троем в машине. Нет, ты сейчас увидишь, как у нас начнут развиваться волосы. Может, заедем сейчас на стройку, на проверку? На нем. Такие вышли, фуражки поправили. Перчатки, хлоп. А ну показывай, что вы сегодня сделали. Вот это меня возбуждает, этот поворотник, который выскакивает. Выскакивающая красная штучка. Этот цвет, может быть, подсветки, нет? О, посмотри, как красиво. Господи, да. А правая кнопка что? Очень красиво. Вот это? Давай даже это. Не знаю. Вот она бьет коробка по коленке. Ух. Я тебе хочу сказать, что если в Мюнхен на ней съездить, то колено вот такое будет. Лучше, чем Фольксваген. Слушай, ну вот как мы сейчас ездим, это же такой же темп раньше и был. Ну да. Ну Они да. же не ездили по-другому. Спешить некуда. Ты как утром позвонил, так к вечеру и приехал отметиться. Кто-то там клацнул каблуками на входе. Ты Пустые дороги. мимо прохрустел пальто кожаным. Все как ты любишь. Пару черепов, один, другой. Кресты, опять-таки. Все как ты любишь, Жека. Саша, эти кузова делали еще тоже кучерная компания? Да, не делал, я вот хотел как раз узнать, не знаешь ли, кто их делал, да. Они есть в разных, я посмотрел, там 3 мастерские есть. Вот 500К кто делал, ты не помнишь? Может, Глезер? Посмотри. Может, последние 1,5 метра проедем с крышей? Открыто. Ну, сейчас Сейчас с исторической машиной, впервые исторический момент, я дал порулить кому-то другому. Поэтому сейчас Александр будет заезжать у нас на подъемник. Он очень хочет это попробовать. Лео, конечно, стоит и очень ему завидует, потому что Лео никогда не разрешает это сделать. Смотрите, Лео. Посмотри, как стоит и завидует. Смотри. Открыл поддув, чтобы было лучше видно. Закрыл. Как рама в окне. Как двери. Всё? Suicide doors, suicide window. Он суисайд. Сусисайд. Александр. Двойной жим. Я могу мантель снимать? Мантию? Мантию. А это радикальные колеса или нет? Ну, я могу тебе Третий. сказать, что да. Здесь проходит, подожди, право. Давай, нормально. Давай. Ну, экзамен сдал. Так, ну давай начнем с мотора, давай откроем под капотом его. Я тебе хочу сказать, что это категория машин, которую смотреть, рассматривать и трогать намного приятнее, чем кататься. это правда.
Ну, если только не смотреть на зевак, который радуется твоему проекту. Нет, смотри, если бы сейчас был какой-то ивент в замке, да, Шлёсдик или там Велодеста, да, какая-то, то, конечно, эта машина, я правильно называю слова, а то я еще переживаю, то, конечно, эта машина тоже подходит под эти мероприятия. Но просто попасть в трафик в такой вечерний, в пятницу, это, конечно... Да, я сейчас немножко на ней проехался, конечно, это не... Но вы оцениваете, какой у вас хороший водитель, что я даже не пискнул, что мы здесь можем увидеть? Да практически все. Ну, наверное. Я так понимаю, Александр, расскажите вы мне, это нижние распредвалы здесь, да? Здесь, да, здесь нижние распредвалы. Или все-таки стоит здесь вал? Нет, это помпа. Это помпа. Здесь стоят нижние распредвалы, свечи, которые, я так понимаю, это уже, наверное, тоже, скорее всего, модифицировано, да, с колпачками. Раньше, наверное, просто шли провода на свечу. Очевидно, да, что были провода, прикручивались. Они. Да. Каждый здесь модифицирован, потому что здесь стоит А где турбина? электро. Смотри, ну, здесь с этой стороны вообще все просто. Здесь стоит рулевая коробка, редуктор, да, вал. Никаких гидроусилителей здесь ничего нет. Здесь стоит просто генератор. Здесь, наверное, модифицированные. Вообще динамо на них стояли. Генераторы тогда обычно динамо были еще. Да, я думаю, что генератор. Ну, в общем, вопрос так. Я думаю, что генератор. Генератор, скорее всего, переделка. Это, наверное, по 12 вольт, скорее всего. Нет, это- А он, интересно, 6 или 12? Не знаю. Надо аккумулятор увидеть в глазах. Но я думаю, что он 12, и я думаю, что здесь коробка, которая переделывает постоянный, переменный только постоянный. Хотя бог его знает. Не знаю. Здесь Ну и просто бензонасос, маска, которая горловая, маска, да? Или маска слово? Масло заливное. Масло заливная, маска. Это, скорее всего, что у нас? Тормозов. Хотя я здесь не вижу гидроусилителей тормозов. Здесь... Нет, тормоза есть. Вот, смотри, гидроусилитель тормозов. Есть, значит, это... Не усилитель, а гидро... Ну, не, а что тут? А раньше было, что механизм, ну да. Нет, совсем старые были рычагами, ну, я думаю, эта машина не такая. То есть все-таки гидравлика тормозов. Стоит уже современный бензонасос. Да, электрический. Да, электрический, иначе они вообще невозможно было. Ну, ее после состояния полугодичного ее бы стартануть было бы очень тяжело, причем на бензонасос почему-то открыта штучка такая, которая не должна быть открыта. Давайте снизу ее лучше посмотрим, там интереснее. Давай с другой стороны, открывай с другой стороны, я тут отремонтирую пока. Не забывайте, что у Александра нет микрофона. Ну, я думаю, что они вообще не заморачивались по поводу массы. Да. Смотри, у него стоит оригинальная табличка его, и потом все-таки сделали новую дублирующую табличку. Вот написано номер кузова V142. Год выпуска у него все-таки 39-й. А я говорил 38-й. Топливным фильтром нравится все. Оригинальные таблички, смотри, тип 320. Здесь тоже табличка стоит, дублирующая номер кузова. 342, да? 342, да, все правильно. Ну а что, здесь карбюратор, да, и коллектор впускной-выпускной. Все как в школе учили. Но ты уверен, что тут нижний вал? Я не уверен. Не уверен, и я не уверен. Здесь верхний вал. Здесь верхний вал, вот он и стоит. И он и дает привод вентилятора, да. Я не уверен, я не могу сказать. Нижний вал. Ну, надо почитать аннотацию, посмотреть, я не уверен. А это что такое? Сцепление? Независимая подвеска передняя? Передний, На пружинах? Да. Нет, передние пружины. На пружинах, а задний на рессорах, да? Нет, передний на рессорах, однорессорная передняя подвеска. А как же вот же пружины? Это не за... Нет, это пружины. Так, отошли. Сейчас мы все увидим. Это просто нижняя... Лера, стоп. Ну как, это рессоры, значит, у тебя будет она жесткая. Рессора, вот она ты можешь развязать, она запаяна в специальные чехлы. Зачем? Смазанная, потому что иначе она тебя будет скрипеть.
у тебя же пластины рессорные, они между собой входят, поэтому их на них делали чехлы. Это рессор, значит, у тебя она будет жесткая, то у тебя смысла в пружинах никакого нет. У тебя рессорно-пружинная подвеска. Сверху на рычаги идут пружины туда, вот они. А здесь... А здесь рессоры. И когда надо, это как называется, шмиренфарверк, да, по-немецки. Ну, когда везде есть, ее смазывать, да, ее надо периодически шприцевать по-русски, да? Да. Смотри, и вот сзади, сзади независимая подвеска стоит. Пружинная. Да. Пружинный амортизатор. Да, амортизаторы такие же, как впереди. Амортизатор, да, здесь рычажный амортизатор очень. В то время, очевидно, не было телескопических, или я уж не знаю, но довольно интересные. Конечно, вот эти вот толстенные, ну это в чехлах, да, чехлы. Это чехол или это... Чехол, конечно, значит, у тебя внутри шрус, у тебя внутри... Вал стоит внутри, да? Вал, да. Да. Чулок моста. И вот это мне интересно, что сзади у него пружина, а спереди у него рессор. Напоминает модельку снизу, только увеличенную, да? Да, но они, конечно, все текут вот это. Ну, текут все старые машины, да, слушай, старые машины. Здесь это сделано, не- да, специально. Это не исправить, но Но это не нужно исправлять. Это такое, рама металлическая, естественно. ну, конечно. Но были, это как раз время, когда рамы деревянные еще были в некоторых моделях. Нет, рамы не могли Нет, быть деревянные. деревянная рама. Каркас. А, деревянная каркас рама кузова, каркаса, да? Вот, Да, да. вот, Она он есть? так и есть, да. Он так, Вот, он так и идет, видишь? Он должен. Не, они после войны только начали, перестали быть ясеневые. Делали из ясеня вот эти вот рамы, клеили специально сверху, накладывали металл, да, то есть несущую внутри кузова, потому что здесь, в принципе, вся машина это мотор и рама, да, и руль, да, остальное все. Ну да, это все навесное. Так, в принципе, автомобильные компании поставляли клиентам, а клиент уже заказывал себе любой кузов. Карданные муфты тоже интересно, да, сделаны. Просто это такие резиновая пластина, да? Нет, это и... Ну, да. Видишь, она Резиновая пластина, которая смягчает, но не сильно. Вот потому и происходит вот этот удар ручки по колену. Удар ручки по колену, это такой прием. но здесь эта машина явно сделана под водителя, потому что пассажирское Пространство намного больше. Пассажирское сиденье впереди, переднее, естественно, не заднее, извините, оно в 1,5 раза больше, чем водительская, и ручка смещена так, чтобы не прикасаться, то есть максимум неудобства для водителя, потому что, в принципе, ну, что стоит ее сделать посередине, чтобы было удобно. Поэтому я думаю, что это был такой какой-то заказ. Ну, как возить кого-то, да? Да. Ну, или, как правило, эти машины использовались с водителем, потому что... Ну, большинство с водителем, но в то время. Как он может звонить, писать смс и еще заехать за рулем? Конечно, да. В такой машине... Вот если бы мне выдали эту как бы служебную машину, однозначно я бы съездил с водителем, хотя я люблю за рулем. Но я же не могу телефоном пользоваться. Вот это устройство. Нет, было здесь. Это первая машина, это вообще первая машина с независимой подвеской задней. Вообще, то есть для меня было открытие, когда я увидел ее первый раз, что такого возраста машин, такого года, то, что независимая подвеска, это действительно... И если ты создаешь коллекцию машин и пишешь знаковые машины Мерседеса, то эта машина попадает только из-за ноу-хау, из-за систем, да, из-за того, что у нее независимая подвеска. У нее были... Ну вот мы сейчас рессоры впереди, но передняя подвеска тоже с ней. У нее... Смотри, конечно, она независимая. Рессоры же это, ну как сказать... Ну я понял, то есть она независимая, но это просто рессоры. Это пружина, то есть у тебя может быть зависимое вместо пружины, ты можешь сюда назад тоже рессоры поставить, это же просто другого вида пружина. И все, Ну, суть не меняется. Здесь Тоже, да? не сильно темно? Не, нормально. Нормально? И за счет этого ощущения, что колеса передние, смотрите, стоят за счет... Да, но это за счет того, что рессоры выдавливают морду Ну, наверх, конечно, да? она же это... Да.
Как на наскаровских машинах. У них же тоже, когда она стоит не в нагрузке, у нее колеса вперед вот так завернуты. Когда ты начинаешь ехать, ее прижимают, они восстанавливаются, когда ты входишь в поворот, они... Ну, здесь, конечно, аэродинамика очень здорово помогает, потому что очень сильно прижимает. Движение. Это мы почувствовали на 40 км в час. Скажи мне, эта машина, мы уже можем договорим здесь про историческую ценность этой машины. Ну, как инженерный, как произведение искусства, конечно, я согласен. Да. Ну, То есть это дизайн и инженерии, конечно, одна из самых красивых машин, наверное, Mercedes. Ну, как бы 540К. 540К, да, 505, 540. Ну, те машины вообще сумасшедшие имиджевые, только из-за того, что у них компрессор уже стоит, мотор. Только из-за слова компрессор уже она уходит в космос. Ну Но что? красивый точно. Цены сегодня на них, можем про цены чуть еще поговорить. Цены на них сегодня в районе, ну, хорошие экземпляры в районе 800-900 тысяч 1 миллион. Во-первых, надо не забывать, что очень много еще есть новоделов и реплик. Настоящих машин очень мало. Это действительно настоящая машина, у которой очень большая история. Она известна также и в музее Mercedes с этим номером. И их очень много было машин, которые делали новоделы. Их на самом деле намного больше. Их 36 вообще выпущено было, или 38, или 36 машин все вместе. А на рынке, я думаю, довольно... В этом кузове. Да, именно в этом исполнении с двигателем, 3.4 мотором, да. И сказать, ну, такие вещи, вот именно как эта машина, исторически она всегда имеет ценность, потому что у нее действительно хорошая история. А все новострои, новодельные машины, естественно, это уже второй сорт, и на любителя, если кто-то хочет ее видеть в своей коллекции, она может стоять, но как ценности она не... Итак, вот этот вот экземпляр, вот такие экземпляры, они 900 миллионов. Да? Да, да. Ну, сегодня они были, как 5 лет назад она могла стоить 2,5 миллиона. Но они, да, то есть это... Это почему? Потому что уходят коллекционеры? Мода. Ну, смотри, вот мы сейчас проехались, у тебя есть миллион. Если у тебя 300 миллионов для коллекции, тогда это одно. А если ты выбираешь машину, на которой ты хочешь прокатиться и получить удовольствие, то есть она не попадает в эту категорию. Эта машина показывать, привозить ее на выставки, показывать, что у тебя есть такой экземпляр. Она должна стоять в музее, ее можно поставить в какой-то именной музей мировой, где она может стоять, ты можешь быть ее владельцем, она может там стоять. Ну да, ну еще учитывая историю конкретно этой машины, да. Да, но здесь сейчас уходят моды, потому что сейчас, в принципе, вот эти машины коллекционеры... Молодеют коллекционеры. Совершенно верно. Ну, поколение сменяется, потому что это машина молодости для людей, которые там, или юности были в 30-х годах рождены, да, то есть у них какие-то... Ну, хотя для нашего поколения это уже как бы машина, ну, как картинка, да, что-то Да. из прошлого совсем. Для нас больше... Ну наверное, да, ассоциаций мало. Да, в принципе, я так обратил внимание, что нравится предыдущего поколения машины там юности, да, и предыдущего поколения. То есть вот Да. то, что поэтому. К сожалению, Ну, да. Люди, которые эти машины чувствуют изнутри, их уже практически не остается. все равно для ценителя это хороший очень экземпляр. И, конечно, я рад, что под коллекцию, да, то есть здесь об этом не уточняется, что тебя попросили собрать коллекцию, да, и это ушло в частную коллекцию, что человек выбрал эту машину. Да. Большой респект. И, да, это действительно показывает. Я получаю... Удовольствие да. Совершенно другое удовольствие, когда ты едешь летом, с открытым верхом. Понятно, да. На более свободных дорогах, где-то там, скажем, как здесь эти ландштрассы называются по-немецки, да, которые дороги между городами небольшими. Да. И лето пахнет, ты с открытой крышей. Удовольствие она приносит в любом случае. С тобой мадам в шляпе. Само осознание, что ты едешь почти в 100-летней машине, и да, понятно, со своей спецификой, присущей тем годам и той технике, тому исполнению. Но качество ее, вот ее величие, все, и отделки, и капота, и как ты видишь, да, и то, что она дожила и ездит, это приносит удовольствие. От осознания просто этого факта. Любите машины. Все, до новых встреч. Всем привет. Пока. Пока. Пока.